Всем привет! Вы на канале Bodybuilding Russia. Сегодня у нас очередной интересный отзыв и анализ на содержание белка на продукт с незатейливым названием Whey от российской компании Airline Nutrition. Анализ на этот продукт у нас изъявил желание оплатить один из наших зрителей. Мы выражаем ему благодарность за это. А мы начинаем. Но предварительно хотел еще раз сказать производителям спортивного питания, что, дорогие наши производители, мы являемся обычными потребителями вашего питания, которое вы выпускаете. Сами занимаемся спортом и принимаем ваши продукты. Мы не действуем ни в чьих-либо интересах. Мы не хотим очернить каких-то производителей и так далее. Мы всего лишь ваши потребители. Поэтому, когда вы начинаете нам слать угрозы и все в таком духе, то имейте в виду, что вы наезжаете на своих покупателей. Все ваши угрозы будут обнародованы на нашем канале. И пусть все зрители видят, какое лицо у того или иного производителя спортивного питания. Вместо того, чтобы наезжать, вы лучше исправьте качество своих продуктов, как это делают нормальные европейские и американские производители. Это просто нонсенс был бы, если бы в Америке, после того, как продукт оказался некачественный, производитель еще начал предъявлять претензии покупателю. Все, больше ничего по этой теме. Ну а мы продолжаем наш отзыв на Airline. Итак, Airline — это у нас российская компания, находится она в городе Санкт-Петербург. Мы связались с компанией под видом покупателя, расспросили у них. Значит, они заявляют, что у них свое производство плюс контрактное производство, то есть часть продуктов производят сами, часть продуктов производят у других юрлиц, скажем так. Сырье, как они говорят, у них и импортное, и российское, но, скорее всего, импорт у них идет. Значит, на данный момент для этого протеина сыворотку они используют производство Словакии, Калиба, это бренд сыворотки. Значит, естественно, только фасуют здесь, особо ничего не производят. На территории России только фасовка. Заявили, что проверяют чуть ли не каждую партию сырья, делают анализ, и партии выходного продукта. Ну, забегая вперед, могу сказать, хреново проверяют. Итак, ну что же, значит, начнем, как обычно, с первой обложки этого продукта. Здесь у нас как бы ничего выдающегося, не написано, что они содержат аспартам. Это у нас подсластитель, используют они сукралозу, которая считается более-менее безопасной. Также еще у нас здесь написано, что с натуральными фруктами и соком. Это, так сказать, фишка этого производителя. Собственно говоря, вот он порошок, и вот мы видим, кусочек клубники лежит, красненький. Вот он, как раз у меня был вкус клубничный, вот он и кусок клубники лежит сверху. Значит, 0 грамм сахара. Кстати, был недавно вопрос, почему пишут 0 грамм, а переворачиваешь пачку, а там написано углеводы или содержат сахар. Дело в том, что производители не считают за сахар сахарозаменители. Ту же сукралозу они не считают сахаром, поэтому указывают, что 0 грамм сахара. Собственно говоря, у нас Airline здесь и пишет об этом, что мы не используем сахар, мы добавляем сукралозу. Они даже об этом написали. Так, переходим сюда теперь. Значит, вот увидел, за сколько его купил. Купил за 1109 рублей 1000 грамм. Естественно, по какой-то акции на каком-то маркетплейсе. Кстати, наши зрители просили указывать партию, какие мы покупаем, потому что, как мы уже знаем из наших роликов, у наших производителей от партии к партии может меняться ее качество продуктов, точнее. Здесь партия от 03.02.23, то есть, в принципе, свежий, буквально там 4 месяца назад произведен. Так вот, значит, продолжаем здесь дальше. Ну, этот протеин вообще ничем не примечательный. Собственно говоря, у них это в линейке получается средний протеин. У них всего сыворотки 3 штуки. Это Power Whey, самое большое содержание белка. Потом идет средний Whey. И с самым низким содержанием белка это Light Whey. Мы взяли средний, это у нас Whey. Значит, он у нас содержит здесь, во-первых, огромная порция, 46 грамм. Вот так вот она выглядит. Ну, это... Я имею в виду, выглядит вот так мерная ложка, а 46 грамм это нужно насыпать с горкой. Кстати, производитель здесь ошибся, пишет, что 46 грамм без горки, а на самом деле с горкой. Дальше у нас выйдет видео, как принимать этот продукт. И мы там рассказываем, как принимать. И вчера у нас вышло видео, где мы замеряем мерную ложку. Производитель, конечно, с мерной ложкой накололся. Маленько не так, как они указывают. Итак, у нас в 46 граммах получается 30 грамм белка.
то бишь на 100 грамм, они указывают 65 грамм чистого протеина, то бишь чистого белка. Собственно говоря, никакой здесь информации про аллергены нету. Надпись по поводу хранения. Тут производитель допускает 6 месяцев хранения после его вскрытия. Обычно другие пишут 3 месяца, здесь 6 месяцев. Ну, ничем не примечательный белок по этикетке. Перейдем сразу же к его употреблению. Значит, принимали все как обычно, по целой мерной ложке с горкой. Смешивали с водой. Смешиваемость у него нормальная, в принципе. Пены мало. В следующем ролике, который выйдет после этого, будет показано, как он смешивается. Проблем никаких с животом не было. Все было нормально, усваивался он нормально. И самое главное, его вкус. Перед тем, как брать этот протеин, начитался много-много комментариев на разных ресурсах, что обалденный вкус, просто офигенный. Там... чуть ли не лучший среди российских протеинов. На самом деле, мне вкус не понравился вообще. Ну, он обычный, я бы сказал, даже ниже среднего. Среди российских протеинов, которые мы пробовали, были вкусы намного лучше, чем у Airline. Даже вот эти вот кусочки фруктов, они не спасают. Если там добавлен какой-то фруктовый сок, а он, в принципе, должен быть добавлен, потому что это клубник, тоже не спасает. Мне даже больше напомнил это вкус протеинов из 90-х. То есть ничего такого выдающегося во вкусе этого протеина я не увидел. Ну, то есть прям обычный. Не понравилось то, что гигантская порция. Значит, теперь перейдем к самому главному, к его анализу. Сдавали его на анализ в лабораторию Роспотребнадзора. Итак, смотрим, значит, проверяем. Значит, Way, Airline, дата изготовления 03.02.23. Сверяем, все четко. Производитель у нас ООО Airline, город Сестрорецк. И обратите внимание вот на такую надпись. Вес пробы для испытаний 1000 грамм. Это означает, что сдавался полностью весь пакет. Новый абсолютно, не вскрытый. Все знают, кто смотрит наши ролики, что наша лаборатория не принимает вскрытые пакеты, дабы избежать всяких разговоров, фальсификаций и так далее. Вот, собственно говоря, в протоколе это и указано, что сдавался полностью закрытый пакет. Дата изготовления, все соответствует. Итак, значит, переходим к самому главному. Производитель у нас заверяет на 100 грамм 65 грамм белка. По факту оказалось в этом протеине 55 грамм белка. То есть получается на 10 единиц меньше. То есть получается в 100 граммах вместо 65 грамм протеина, там 55 грамм протеина. То есть обманули на 10 грамм. В килограмме, получается, обман составил 100 грамм. То есть не довесили 100 обещанных в этикетке грамм. Вот такой вот получился анализ. Собственно говоря, я пошел еще дальше и посмотрел все обзоры на этого производителя. 8 лет назад Борис Цацулин делал также анализ на этот же продукт, на Way. Тогда при заявленных 67%, сейчас 65%, то есть незначительно, у него получилось 46%, то есть недовес был 20 грамм, то есть еще больше. Производитель после этого выпустил там какие-то релизы, что они все исправят, но, видимо, особо ничего не исправили. Как не довешивали они в этом продукте белок, так они его и продолжают не довешивать сейчас. Дальше я посмотрел обзоры и анализы на их остальные продукты, на протеин Lightway от них, который у них самым низким содержанием белка, делал канал Алхимия. При заявленных 60% у него получилось 65%, то есть результат даже лучше. Делался этот анализ 2 года назад. Далее, на самый у них высокобелковый продукт, на PowerWay, 4 года назад делал анализ Росконтроль. При заявленных 75% оказалось по факту 73%. То есть тоже все нормально. И также 2 года назад на Total Complex, это у них комплексный протеин, делал анализ канал Алхимия. При заявленных 72% по факту оказалось 70%. То есть, ну, тоже в принципе все нормально. Итого получается, что производитель по Lightway, по PowerWay, по Total комплексу все хорошо, а Way, именно этот протеин, у них как 8 лет назад был недовес, так они его практически и не исправили, так они и не довешивают до сих пор туда белка. Более того, именно по
этому производителю у всех обзорщиков было превышение по углеводам. Цацулин насчитал вместо заявленных там 6 грамм углеводов 24, то есть превышение почти в 3 раза. Росконтроль насчитал превышение углеводов в 2 раза. То есть производитель явно нас обманывает еще и на содержании углеводов. Поэтому итого, что у нас получается по этому белку? С учетом анализов, сделанных до меня, именно этот продукт Whey я не рекомендую. Во-первых, все указывают на то, что превышение углеводов, ну и самое главное, как они белок 8 лет назад не довешивали, так они продолжают его не довешивать до сих пор. Кстати, по белку, забыл сказать, здесь содержится обычный КСБ, концентрат сывороточного белка. Так вот, недовес у них так и продолжается до сих пор. Извините меня, обман на 100 грамм на целой пачке, ну, это, мне кажется, уже это существенно. На 10 единиц это уже слишком большое отклонение. При заявленных 65 получилось 55. Поэтому этот продукт я не рекомендую ни по белку, ни по вкусу он мне не понравился. Что еще хотел дополнительно сказать. Вот этот продукт выпускают знакомые мне люди. Я знаю их, они знают меня. На нашем канале сейчас обиженные производители пишут комментарии, боты пишут комментарии, что вот вы там деньги с кого-то взяли, вас там подкупили и так далее и тому подобное. Так вот, даже несмотря на то, что этот продукт выпускают мои знакомые, я его не рекомендую. Потому что изначально, как я сказал, так и будет. На нашем канале будут 100% честные и объективные обзоры, несмотря на то, кто это выпускает и так далее и тому подобное. Вот такой вот у нас получился сегодня отзыв. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. Все, всем пока.